Волга – 3530 километров. Самая длинная река Европы. Вы видели ее сотни раз. На открытках, фильмах, из окна круизного теплохода. Широкая, спокойная, красивая. Но это ширма. Гладкая водная поверхность, за которой прячется то, от чего стынет кровь. Под этой водой лежат целые города. Колокольни церквей торчат из воды, как пальцы утопленников. На дне ржавеют танки и самолеты величайшей войны в истории человечества. В прибрежных горах фиксируется свечение, которое не может объяснить ни один физик. А местные жители веками рассказывают о призраке, которого видели тысячи людей и продолжают видеть до сих пор. Сегодня мы спускаемся на дно. 9 точек на карте Волги. 9 тайн, о которых предпочитают молчать. Досмотрите до конца. 9-я тайна перевернет ваше представление о том, чем на самом деле является эта река. И почему, возможно, она гораздо древнее и страшнее, чем мы думаем. Погружаемся. 1941 год. Сталин подписывает приказ перекрыть Волгу. Построить Рыбинское водохранилище. Крупнейший искусственный водоем в мире на тот момент. Стране нужна электроэнергия. А то, что стоит на пути воды, должно исчезнуть. На пути воды стоял город Малога. Основан в 12 веке. 9 веков истории. Каменные храмы, торговые ряды, монастырь 15 века. Около 130 тысяч человек, проживавших в городе и окрестных селах, получили приказ выселиться. У них забрали дома, разобрали церкви, снесли кладбища. А потом открыли шлюзы. Вода поднималась медленно, несколько лет. Малога уходила под воду постепенно, как корабль, получивший пробоину. Сначала затопило улицы, потом первые этажи, потом крыши. К 1046 году над городом стояло несколько метров мутной воды, но Малога не исчезла. Каждую весну, когда уровень воды в водохранилище падает, из воды поднимаются фундаменты зданий, кирпичные стены, фрагменты мостовых, контуры улиц. Город всплывает. Ненадолго, как напоминание. Дайверы, спускавшиеся на дно, описывают жуткую картину. Остатки домов, покрытые илом. Предметы быта, кованые решетки. Все на своих местах, только под водой. По разным оценкам, при создании Рыбинского и других водохранилищ на Волге было затоплено около 700 населенных пунктов. Села, деревня, поселки. 700 точек на карте, которые перестали существовать, чтобы турбины вырабатывали электричество. Их жители были переселены, их дома уничтожены, их кладбища затоплены. Официальная история называет это «великой стройкой коммунизма». Но жители Рыбинска до сих пор рассказывают, что в тихие ночи над водохранилищем можно услышать звон колоколов. Колоколов, которых давно не существует. Акустики объясняют это резонансом. Звуковые волны от далеких источников усиливаются над водной гладью. Рациональное объяснение. Но когда стоишь на берегу в 2 часа ночи и слышишь этот звон, рациональность не помогает. Калязин, Тверская область. Посреди Угличского водохранилища из воды торчит колокольня. 5 ярусов белого камня, высота 74 метра. Она стоит в воде, как палец, указывающий в небо. Вокруг ничего. Только вода до горизонта. Это все, что осталось от старого Калязина. В 1939 году при строительстве Угличской ГЭС историческую часть города затопили. Монастырь XIV века под водой. Торговая площадь под водой. Жилые кварталы под водой. Колокольню собирались взорвать, но не успели. Или не решились. И вот она стоит. 80 с лишним лет. Вода подтачивает фундамент, лед каждую зиму сжимает основание. Ветер и дожди разрушают кирпич. Но колокольня не падает. Инженеры, обследовавшие конструкцию, разводят руками. По всем расчетам она должна была рухнуть десятилетия назад. Фундамент стоит на илистом грунте, размытым течением. Нагрузки превышают допустимые, но она стоит. В 2010-х годах вокруг колокольни насыпали искусственный остров, чтобы укрепить основание. Сейчас к ней можно подойти пешком. Но раньше, когда она стояла посреди открытой воды, рыбаки обходили ее стороной. Говорили, что ночью в окнах верхних ярусов виден свет. Ни отражение, ни блик. Свет изнутри. Как будто кто-то поднялся по лестнице и зажег фонарь. Рациональное объяснение? Вероятно, преломление лунного света в оконных проемах. Но местные предпочитают другую версию. Колокольня – это надгробие. Памятник городу, которого больше нет, и город не хочет, чтобы о нем забыли. Самарская Лука. Гигантская петля, которую Волга делает вокруг Жигулевских гор, одно из самых аномальных мест в России и одно из самых задокументированных. С 18 века в хрониках фиксируются странные световые явления над Жигулями. Светящиеся шары, столбы света, бьющие из земли в небо.
мерцающие пятна над вершинами гор. Первые письменные свидетельства оставили еще участники экспедиции Российской академии наук. Позже, в советское время, явления фиксировались геологическими партиями, военными наблюдателями и метеостанциями. Шары обычно описываются как сферы диаметром от полуметра до нескольких метров, светящиеся бело-голубым или оранжевым светом. Они зависают над горами, медленно перемещаются и исчезают без звука. Продолжительность наблюдения от нескольких секунд до нескольких минут. Официальная наука предлагает несколько версий. Первая – пьезоэлектрический эффект. Жигулевские горы сложены из доломитов и известняков, под которыми залегают породы, способные при деформации генерировать электрические разряды. Тектоническое давление сжимает породу, возникает свечение. Вторая версия – выходы природного газа, которые воспламеняются при контакте с атмосферой. Третья – редкие формы шаровых молний. Каждая версия объясняет часть наблюдений, ни одна не объясняет все. Почему свечение привязано к конкретным точкам? Почему они наблюдаются веками с одной и той же частотой? Почему их траектории иногда выглядят управляемыми? В отчетах Самарского государственного университета, проводившего мониторинг в 90-х и 2000-х годах, есть сухая фраза «Природа явлений установлена не полностью». Научный эвфемизм для слов «мы не знаем, что это». И раз уж мы в «Жигулях», поговорим о ней, о Белой даме, самом знаменитом призраке Поволжья. Первые упоминания – начала XIX века. Путешественники, крестьяне, бурлаки описывали фигуру женщины в белом одеянии, появляющуюся на склонах Жигулевских гор. Обычно в тумане, обычно на рассвете или закате. Фигура стоит неподвижно, смотрит на реку, а затем исчезает. За 200 лет свидетельств накопились сотни. Речники видели ее с палуб барж. Туристы фотографировали, на снимках иногда проявлялось белое пятно вытянутой формы. Геологи, работавшие в горах ночью, докладывали о белой фигуре на гребне, которая при приближении растворялась. Фольклористы связывают образ с легендой о хозяйке Жигулевских гор, духе, охраняющем подземные богатства. Скептики говорят о тумане, принимающем человекоподобные формы в специфических условиях рельефа и освещения. И то, и другое звучит разумно. Но вот деталь, которая не вписывается ни в одну версию. В 1930-х годах при строительстве Жигулевской ГЭС бригада рабочих отказалась выходить на ночную смену. Все 26 человек. Причина – они видели женщину в белом, стоявшую на скале над стройплощадкой. Бригадир написал рапорт. Рапорт сохранился в архивах. 26 подписей под одним и тем же описанием. Массовая галлюцинация? На трезвую голову? У 26 мужчин одновременно? Белая дама продолжает появляться. Последние задокументированные наблюдения 2010-е годы. Жигули молчат. Но она нет. Волгоград, бывший Сталинград. Город, ставший синонимом самой кровопролитной битвы в истории человечества. С августа 1942 по февраль 1943 здесь погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 2 миллионов человек. Бои шли за каждый дом, за каждый этаж, за каждый метр берега. И Волга была частью этой бойни. Через нее шло снабжение, по ней переправлялись подкрепления. В нее падали снаряды, самолеты, танки, понтоны, баржи с ранеными. Река была красной от крови, это не метафора. Очевидцы описывали буквально красную воду. Сегодня на дне Волги в районе Волгограда лежит целый арсенал. Дайверы поднимали со дна фрагменты авиабомб, артиллерийских снарядов, стрелкового оружия. На дне обнаружены корпуса затонувших барж и катеров. Часть техники до сих пор представляет опасность. Не разорвавшиеся боеприпасы покрыты илом, но сохраняют детонационную способность. Саперы МЧС регулярно проводят разминирование акватории. Каждый год со дна поднимают десятки, а иногда и сотни единиц боеприпасов. Река отдает их медленно, течение перемещает ил, обнажает то, что было скрыто десятилетиями. И каждый раз это напоминание: под мирной водой лежит война. Нетронутая, незавершенная. Отдельная тема – останки. Поисковые отряды, работающие на берегах и отмелях, ежегодно находят человеческие кости. Медальоны, пуговицы с гербами, фрагменты формы. Волга хранит тех, кого так и не похоронили. По самым скромным подсчетам, на дне реки в районе Сталинградской битвы могут находиться останки десятков тысяч человек. Точную цифру не знает никто, и, вероятно, не узнает никогда. 200 километров к северо-западу от Волгограда. Медведицкая гряда – невысокая цепь холмов вдоль притока Волги. С виду ничего особенного. Степь, овраги, редкие деревья. Но именно здесь зафиксировано одно из самых странных природных явлений в России – шаровые молнии, десятки наблюдений в год.
Они появляются над грядой с регулярностью, которая не характерна ни для одного другого места на планете. Светящиеся сферы движутся низко над Землей, иногда по одним и тем же траекториям. Местные жители знают эти тропы и стараются их обходить. На гряде есть участок леса, где деревья обожжены на высоте от 1 до 3 метров. Не сверху, как при обычном ударе молнии, а сбоку, горизонтально. Как будто огненный шар прошел сквозь лес на уровне человеческого роста и выжег все на своем пути. Стволы берез несут характерные следы. Обугленная полоса шириной в 10-20 сантиметров, проходящая строго горизонтально. Экспедиции космопоиска и других исследовательских групп фиксировали здесь аномалии магнитного поля, отклонения стрелки компаса и необъяснимые сбои электронного оборудования. Геологи указывают на подземные разломы и залежи железистых руд, которые могут создавать локальные магнитные аномалии. Это правдоподобно. Но горизонтальный полет шаровых молний по одним и тем же маршрутам – это за пределами любой геологической модели. Наука признает шаровую молнию как реальное, но крайне плохо изученное явление. Ее невозможно воспроизвести в лаборатории, ее невозможно предсказать. И все же на Медведицкой гряде она появляется снова и снова. Как по расписанию, как по маршруту, как будто кто-то ее направляет. Саратовская область, правый берег Волги. Над рекой нависает утес высотой в 35-40 метров. По преданию, именно здесь атаман Степан Разин устраивал свой лагерь и с этой скалы бросил в Волгу персидскую княжну. Легенда легендой, но утес хранит кое-что более осязаемое. Местные жители веками отмечали странное свойство скалы. В определенные дни, обычно перед грозой или при резкой смене давления, от утеса исходит низкий гул. Не ветер в расщелинах, это проверяли. Не резонанс от реки, частотный спектр не совпадает, звук идет изнутри камня. Геоакустики, исследовавшие утес, обнаружили систему внутренних полостей и трещин. При изменении атмосферного давления воздух в этих полостях перемещается, создавая инфразвуковые колебания. Частота ниже порога человеческого слуха, но верхние гармоники ощущаются как давящий гул. Инфразвук в диапазоне от 7 до 12 Гц вызывает у человека тревогу, чувство чужого присутствия, а при длительном воздействии – зрительные галлюцинации. И вот что интересно. Именно в окрестностях утеса чаще всего фиксируются рассказы о странных видениях. Фигуры на краю обрыва, силуэты в тумане, голоса из-под земли. Люди веками считали это место проклятым. А причина, возможно, в том, что камень генерирует инфразвук, который воздействует на мозг напрямую. Утес не проклят, он настроен. Как инструмент, играющий на частоте человеческого страха. Волга кажется спокойной, широкая, медленная, дружелюбная. Это впечатление убивает десятки людей каждый год. Под поверхностью Великой реки скрыта система течений, которая не имеет ничего общего с тем, что видит глаз. Вблизи плотин водохранилищ формируются мощнейшие донные течения и водовороты. Вода, сбрасываемая через турбины, создает зоны обратного тока. Участки, где поверхностное течение идет в одну сторону, а глубинное – в противоположную. Пловец, попавший в такую зону, оказывается в гидравлической ловушке. Его затягивает на дно с силой, которой невозможно противостоять. Каскад волжских водохранилищ, 8 плотин от Твери до Волгограда, превратил реку в цепочку искусственных озер. Естественная гидродинамика нарушена. Течения стали непредсказуемыми. У каждой плотины своя зона турбулентности. У каждого шлюза свой подводный водоворот. Спасатели МЧС фиксируют закономерность. Больше всего утоплений не в середине реки, а вблизи гидротехнических сооружений. Там, где вода выглядит спокойнее всего. Гладкая поверхность – это обман. Под ней невидимые реки внутри реки, текущие в разных направлениях на разных глубинах. Есть еще одно явление, о котором редко говорят. Термоклим. Резкая граница между теплым верхним слоем воды и ледяным нижним. В водохранилищах, где вода стоячая, термоклин может быть настолько резким, что перепад температуры составляет 15-20 градусов на глубине всего нескольких метров. Пловец, нырнувший в теплую воду, внезапно оказывается в ледяной. Мышцы сводят судорогой, легкие сжимаются, и выплыть уже невозможно. Волга не прощает тех, кто принимает ее за ласковую. И, наконец, главная тайна. Та, которая меняет все. Взгляните на Волгу на карте. Она не течет по прямой. Она петляет, делает гигантскую дугу у Самары, Самарскую Луку, разливается в дельте шириной в сотни километров, впадает в Каспийское море, водоем, который по всем признакам является остатком океана. 10-12 миллионов лет назад на месте Поволжья плескалось Хвалынское море, гигантский водоем, покрывавший территорию от Казани до Северного Кавказа. Это было настоящее море.
Соленое, глубокое, населенное морскими организмами. Его береговая линия проходила по тем самым Жигулевским горам, которые мы обсуждали выше. Жигули – это не просто горы, это древний морской берег. Когда Хвалынское море отступило, оно оставило после себя систему впадин, по которым потекла вода. Это вода Волга. Река течет по шраму, оставленному древним морем. Ее русло – это дно исчезнувшего океана. И вот что заставляет задуматься. Каспийское море, куда впадает Волга, это последний осколок того самого Хвалынского моря. Оно не связано с Мировым океаном. У него свой уровень воды, который постоянно колеблется. В нем живут тюлени, каспийские нерпы, которые являются реликтовыми видами, оставшимися с тех времен, когда здесь было полноценное море. Волга несет свои воды в Мертвое море, в остаток водоема, которому 12 миллионов лет. Река питает его, как артерия питает орган, который давно должен был умереть. И Каспий живет, вопреки географии, вопреки логике, вопреки времени. Но есть и кое-что еще. Геологи обнаруживают в породах вдоль Волги морские ископаемые на высотах, которые не соответствуют ни одной известной модели Хвалынского моря. Раковины на склонах холмов. Отпечатки морских организмов в слоях, которые по возрасту не вписываются в стандартную хронологию. Как будто море было больше, чем мы думаем, или возвращалось чаще, чем мы знаем. В отчетах геологических институтов эти находки описываются сдержанно – аномальные залегания. Требуют пересмотра стратиграфических моделей. Научный язык, за которым стоит простая мысль. Мы не до конца понимаем, что здесь было. И что здесь происходит до сих пор. 9 тайн. 9 слоев, снятых с привычной картинки «Красивая русская река». Города, утопленные ради электричества, которые всплывают каждую весну. Колокольня, стоящая в воде вопреки всем законам инженерии. Огни, летящие над древними горами по невидимым маршрутам. Призрак, которого видят 200 лет подряд. Война, лежащая на дне в виде снарядов и человеческих костей. Молнии, бьющие горизонтально сквозь лес. Камень, играющий на чистоте страха. Течение убийцы под зеркальной гладью. И древнее море, от которого осталась река. И память в камне. Волга – это не открытка. Это 3500 километров непрочитанного текста. Каждый изгиб – абзац. Каждая глубина – страница, которую мы еще не перевернули. Мы привыкли смотреть на реки сверху вниз. С мостов, с набережных, с палуб теплоходов. Но, может быть, пора посмотреть снизу вверх, со дна. Оттуда, где лежит все то, что мы утопили. И все то, что было здесь задолго до нас. Ищите ответы там, где другие видят лишь воду. Если это видео заставило вас задуматься, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее погружение. Мы только начали.